Посмотрю просто одну половину, но так сильно ее сейчас вам обсосу, что вы поймете, как надо смотреть. Всем привет, господа, вы на канале GameTime, и сегодня у нас новый ролик на моем YouTube канале, очередной гайд, как правильно смотреть демку. Часто спрашивают меня люди на стримах и так далее, на что обращать внимание там юным молодым игрокам. Когда вы качаете демку, вы должны понимать изначально цель вашего просмотра. Это макропросмотр, то есть вы как капитан там, либо просто хотите понять, чем отличается фейсы от про игры. В основном макро никому не нужно, эти раунды и так далее, гранаты, это все такое. Это нужно только там тир-3 командам, капитанам, может там связки какие-то. Второй вариант это индивидуальный просмотр за игроками, за их мувами, за какими-то оффенглами, где-то на что-то обращать, на какую информацию, на какие ситуации, как они реагируют и какие решения они принимают, там, скорость принятия этих решений, от чего это все зависит, и вот это надо анализировать. Мой любимый игрок Ника, это лучший рифл в мире. Я хочу, типа, быть как он, хочу играть, и как я должен смотреть эту демку. Что я могу подчеркнуть, вот, например, да, мне повезло, что Ник, Ника, это, как старплеер, ему там дают по 250, он грамотно распикивает, я могу реально отследить, там, что он делает. Пропрыгивающего типа убивает, то есть я на такие моменты смотрю и обращаю внимание. Одновременно пикает с моноси, и я вот на основе вот этих микромоментиков должен смотреть эту демку. Например, я играю часто Инферно, и вот мне ничего не стоит, например, попросить своего тиммейта пикнуть. Чтобы понимать, когда это надо делать, ты смотришь большую дистанцию демок, то есть ты должен смотреть там 5-15 демок этого игрока, чтобы понять, где какие у него закономерности, в каких ситуациях он поступает одинаково. То есть будет ситуация, когда он этого делать не будет, он просто сядет и будет ждать на пробегающего. Но здесь он, например, решил с моноси это все пикнуть. Хочу зрителю сказать, что важно не количество демок, которые ты смотришь, да, там. Я должен смотреть по 3 демки там в день. Нет, важно качество. Если ты что-то не понял или что-то ты не до конца разобрался, почему он это делает, ты должен сесть, подумать, и ты посмотри меньше раундов, но качественнее. Например, вот он вот тут на контроле идет, тут вот так распикивает, да? То есть не зазорно посмотреть, например, заново раунд отмотать и посмотреть, как он, на что открывается. Я знаю Ника, он свои все пики продуманные, он не просто так нажимает на стрейфы, поэтому как бы он один из лучших. Видите, как он вышел чуть на широком, машину взял, не стал типа стоять и не стал вот тут сидеть и контролить чисто вот левого типа, открываясь на эту зону. Он прошел правее, потому что он все равно, все равно прикроет монос и возьмет машину, а с упор никто не пикнет. То же самое и здесь. Видите как? На примере, наверное, все-таки одного буду смотреть Ника, будем смотреть, все-таки еще банан. Какой молик попросил, переждал хаешки, не накоцался. Пока молик горит, сразу дал молик на цемент. То есть это фейсы, например, спокойно. Такая флешка, да, интересная. Типа занял. Все, в соло занял банан. Как бы ничего. Тут в целом уже как макро пошло. Все, что вам надо, там это молик какой-то. Смог КТ разводящий. А у него команда уже идет ребра. Выживает. Ну и все, он как бы выиграл уже, там люди назад. Еще такой важный момент. Вы должны понимать, за кем надо смотреть, за кем нет. Это выбор игрока грамотный. Например, я взял Ника, потому что я в целом понимаю, что это, наверное, один из тех игроков, которых любым фейс игрокам надо обязательно смотреть, потому что у него много индивидуальных действий, много крутой микры, обдуманные. Вот видите, он так четко все нажимает. То есть, мне кажется, и Киндер, Ника, вот эти игроки, за ними прям нужен доскональный просмотр, потому что большинство игроков, они все-таки не делают такой большой акцент на том, чтобы нажимать на кнопки, там вот грамотно все это распикивать. Посмотрю просто одну половину, но так сильно ее сейчас вам обсосу, что вы поймете, как надо смотреть. То есть, например, когда новая карта, никто не знает, как на ней играть, то ты обсасываешь каждого игрока, ты можешь одну демку по 3-4 часа смотреть, чтобы погнать и догнать мысли. Наверное, не все так делают, но типа мне как капитану это обязательно делать, чтобы я понимал, как вообще карта работает и на что надо обращать внимание, какой упор. 2 молика, занял. Смотрите, какая флешка, стандартная. И он бежит вот под это
траектории. То есть он не бежит на машину, он бежит вот сюда, и мина проверяет. После этого, пока молик горит, он понимает, что там нет авика, и он сразу занимает агрессивный спот, который заставляет КТ выбрасывать смоки. Тем самым на минута 20 у КТ уже нет раз молика и смока. Понятно, они играют дальше, но все равно из-за таймера на минуту 20 КТ будут вынуждены обновлять смоки, либо принимать с невыгодных позиций, так как они уже пустили чела налево. И им уже будет тяжело как бы тут стоять на стрейфах, поэтому они будут просто обновлять смоки. Раунд дойдет до лейт стадии, и в конце G2 они могут либо хитать А, либо толпой Б заходить. Толпой Б супер сейф, но а хита играется от того, что КТ понимает, что на Б плохо, и из-за этого третий стягивается. И ты в этот тайминг выходишь на Ашку и закрываешь людей двумя смоками. Ну это вот видите, какая мысль. Очень простая, но на фейсите не все, например, играют от этого. Ну и все, Ника на самом деле здесь в соло выигрывает. На фасике, конечно, не так будет происходить. Вы на А не зайдете вот так, типа, чтобы стянуть троих. Ну и трое тут не стянулись. Бам, вышел. Знает, скорее всего, что снайпера нет, но поэтому так пикает. Ну, тут отдача. Тут, на самом деле, вот распик банана. Да, он пикает на прыжок, типа. Не прыгает. Что, значит, этот чел в упоре, либо сверху на этой стенке, либо отдал. Он понимает, что большая вероятность, что там один игрок и 3А принимают. И ему надо будет распикивать банан. Но время есть, поэтому он не спешит. И стрейфит это все 15-20 секунд. Все, в упоре нет, значит чел сверху стоит. Видите, как до этого я сказал, что он должен стоять сверху. То есть про игроки, они в целом понимают уже расстановку всех спотов и паттерном того. Если игрок не прыгает, значит он либо в упоре, либо сверху, либо стоит на цементе, либо на стрейфе на старте. Либо он в хелпе стоит со смоком. И ты если все так поочередно распикаешь, с учетом таймера, так как бы тебе ничего не стоит. Супер хорошо откроется на цемент, мне кажется. Тут такой угол на цементе. На него тяжело вообще без звука, бесшумно выйти, поэтому он даже топнул, стоя вышел. Мне вот интересно, как это будет выглядеть. Вот такой игрок контролит, и вот так на него чел резко выходит. Как бы, мне кажется, там не среагировать. Ну, у них, конечно, шанс первый только попасть, но все равно, это, если он здесь игрока убивает, то это выигрышный раунд, потому что они тря стоят. Ну все, вот тут уже тяжело, человек может быть и в планте, и на бусте, и в отдачу. Ну. Но в итоге не тяжело. И вот очень важно при просмотре, вот это вот выделить надо где-нибудь большими буквами, смотреть на клатч ситуации. То есть вы из этой демки, все дебюты, комбинации, раунды, это все не важно. Это все несопоставимо с фейсит игрой. Да? Если вы фейсит там игрок, либо там новая команда, у вас все намного проще. Но клатчи, те споты, куда ты заходишь в клатчах, какие решения ты принимаешь, углы, где когда пикаешь, вот это на всех уровнях. ММ, фейсит, проигра, академки играют. Это все одинаково, поэтому на клатчи надо особенно обращать внимание. 3 в 3 понимает, что было отдано, и вот он решает. 30-хиповый игрок продает его и потом в лейте сыграет. Я бы еще отдал дигл, чтобы шанс был у Хантера. GKS, конечно, такую позицию занял. Потому что, наверное, боялся, что молик на тройку будет. Ну и все. И тут, на самом деле, два тупая читаются. Ну, Хантер хорошо сделал. Ну, он все четко сделал. Прям. У него было 0 фрагов, 0-4, да, старт худший. Но вот этими клатчами, как бы, он очень все четко сделал. То есть первого сбрил, который... Но тут, видите, какая ошибка? Тут можно было и проверить тупую, да? То есть вы, когда смотрите демку, вы думаете о том, почему этот игрок взял клатч. Как надо было сыграть так, чтобы Ника не взял. Наверное, надо было... Популярный клатч, очень часто он будет происходить. Видите, что такой раунд 3 в 4, прям доиграли называется. Смотрите, бомба стоит здесь. Смог банан есть? Смог банан. Вот кафель. Все, это только тупая и банан. Все, дефусь. Нав садится дефать. Этот игрок контролит. Вообще надо было этому игроку дождаться, а этому игроку потом чекнуть. Как будто можно было оуси дефать и если что разменять. Вот тут вставать, продавать, если что оуси и пикать. Хукси, молик. Сразу старт дает. Нет, это гетрайт. Флешка. Ну, то есть фаз занятия. И видите, Ника сразу пикается, понимает преимущество в ганах. Ему кидают смог КТ. Видите, он на минуту 35 уже развел бэшку. Это очень сильно. Много вещей есть, от которых он мог упасть. От хае они могли упасть, от старта врыва они могли упасть. От фаз какого-то пика могли упасть.
Надо второй выманивать смог. Второй выманит, автоматически раунд выигрывает. Автоматом просто это происходит. Тут либо стак сейчас слепой, и типы на еще разменяют, либо люди стоят в супер невыгодных позициях. Ой, ну тут, кстати, КТ должен в преимуществе. Вот Марик не убил, но вообще, если бы он убивал, жил. Хотя тут вот этот игрок должен быть нормально в целом. Там уже стяжка пошла на Б. Опять, да, банан занял. Ну, то Мэка в целом, наверное, без шансов. Он заберет. Можно, конечно, смотреть. Видите, флешку там присел. Занял офф-энгл, тоже хороший офф-энгл, да? То есть против пистолетов КТ надо будет распикать, и ты как бы нарвешься на этого игрока, который стоит либо вот тут, да, то есть правым плечом ты пикаешь, ты как бы пикаешь обычно вот этого, этот энгл, не этот. А тут, если ты пойдешь распикивать, ты как бы левым на него выходишь, и у тебя не преимущество. Смог КТ плохой получился, поэтому его убили. 5-2, надо понимать. Экономика есть. В целом сейчас можно что-то себе агрессивно позволить. Ну так вот, против этого набора. Не боится пикать. Раунд такой, что они идут ковры, он мог типа пикаться, и поэтому, ну, как бы он все четко сделал, даже... Вот смотрите, объясню макро. Ему прилетает такой смог, он стоит со смоком, понимает, что за этот смог, скорее всего, прилетит ближний молик, либо не прилетит. Если не прилетает, то он рвет, и тут дальше уже летит ближняя хае, там какая-нибудь флешка, и чел начинает нашивать. Но на самом деле Ника сам против этого же постоянно играет, поэтому он все четко сделал, развел, соответственно, этого игрока. И КТ, из-за того, что у них опять зону вот эту отбили очень рано, они вынуждены вдвоем стоять, потому что Б-заход может быть в любой момент. В этот момент выходят ковры. Попали в тайминг того, что люди на ребрах состакали, но все равно. Флешка, молик и пикается под это. Опа, видели? Вот такой вот энгл занимает, тем самым доджи стандартную флешку, которую он бросает. Вот тут 35 хп, конечно, чуть-чуть рискует, но... Он на таком вайбе, что он уже всю половину просто типа жмет, задавливает, поэтому уже не важно. Против вот этих врывов, помните о врыве, который я рассказывал до этого? То есть он от этого врыва погибал, когда вот так вот сразу выходил и пикался. В этом раунде этот врыв все-таки сделали, но он уже вот стоял вот здесь вот и контролил его. Тем самым задолжил флешку и попал. Вот я смотрю Ника игру. Что я могу сказать по Инферно и в своих воспоминаниях о Фейсите? Один в один. И что там чел, вот Викенда взял снайпер, вот один в один, как на фасике, чел возьмет АВП, когда у него не получается, станет в хелпе, ничего тебе не скинет. То же самое здесь, поэтому я рекомендую, наверное, прям Ника смотреть на Инферно. Инферно такая карта, особенно на фасике, что если вы 2 банана будете постоянно выигрывать и отправите 2 ковры постоянно занимать, то у вас 75% того, что вы выиграете Т-сторону, потому что за счет банана вы всегда сможете на Б зайти. КТ будут бояться за Б, там стоять троем, врываться, какую-то дичь там делать, но и вы, как бы, вам намного проще будет на потом заходить, потому что 3Б будут стоять. Прям по упору встает и вот так контролит. Получается, он вот так прицел ставит на ближнего игрока, который вот так под флешку ворвется. На дальнем, вот этот, который распикивает, он его не убивает. Опа, видели как? Ну все. Ну там Сенсао, я не знаю, кстати, какого ника. Но видели как он? Это чисто против снайпера. Мне кажется, он понял, что тут игрок с авиком. Как-то он это понял, и поэтому он так пропрыгнул. Смотрите, как было с Повки Мариком. Ну, он как-то догадался, что там снайперка. Поэтому дождался. На Б ничего не скидывают. Ой, как... Какой unlucky тайминг произошел. Ну, как бы Марик тоже понял, что 45 секунда, у них есть 2 смока, 2 молика. Тут уже на Б не зайдут, и в этот тайминг он выпрыгнул. Но на самом деле тяжело было тут все равно попасть. Ну и пост-клатч ситуации, куда занимает. Знаете, какой GKS занял интересную позицию сверху на гробах. Без шансов. Видели еще, как давил Ника, как бы он давил за первый, не на кафель. Тоже интересно. Я объясню, почему он туда давил. Это связано с тем, от каких паст он играет, как бы, когда давит. Либо, конечно, раунд такой, не заход, но мне кажется, он просто понимал, что там вот именно вот такой сетап. То, что за первым чел на гранатах и чел там в КТ. Что-нибудь такое. Флешка раз, дочекал, и флешка вторая полетела, и сразу тут пикнул. Марик тут сразу пикнул. Ну, вот тут как будто можно было. Тут на реакции уже Марик даже четвертым стянулся. Молик, хае от агрессии банана, чтобы люди не выбежали. Обновил молик. Смотрите, такой интересный. Прям
Ну не, плохо. Ворвался. Ну все, банан Видите, простая вообще математика, пацаны, на банане. Просите, типа молик, даете хаешку, агрессии нет. Летит дальний, размениваете еще моликом банан, под флешку. Если что, дальний тушите, под флешку запрыгиваете. Очень простая игра на банане. Вот эта ситуация интересная. Флешку попросил, авик отогнал и просто стоит опять в своем фэнгле. Интересно, да, вот в итоге мы нашли секретного фэнгл Ника. Всегда на фонтан открываются, пацаны. Ну и все, как бы зашел на Б, Нитро выкатил смог, и он просто понимает, что тут из-за этого смока игрок либо вот здесь будет, либо вот отсюда пикает. Отсюда игрок за КТ не сможет вот прям так выйти и его убить, поэтому просто смотришь прямо и ползешь. Просто очень простой вывод, который я был. Залез на темную, его прострелен упал. Споты у них у всех, видите, какие? И вот так встал по упору, стоя. Ему молик прилетел. Он цепанул. Он мне не понравилось, как Моноси из-за молика запрыгнул вот сюда, сюда и наверх. Не сюда побежал умирать, а запрыгивать наверх. Вот это было интересно, кстати. Что же, ребята, вот такая у нас получилась половина сника. На самом деле, даже я сделал какие-то выводы. Интересно, он все-таки играет. Давит в этой игре конкретно. 11 раундов они тем самым набирают. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Если вам нравится формат нынешний, где я разбираю половину, стараюсь не охватить большое количество демок и так далее, а стараюсь каждый раунд посмотреть на него с точки зрения про. Всем спасибо, что смотрите. Пока. Так, остановить.